Что вы можете сказать, девчонки, по этому поводу? Мы можем потанцевать по этому поводу. У нас все танцуют, потому что... Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о сербской песне «Ова je Balkan», которую поет Димаш. Она является своеобразным приветствием в первую очередь всем народам Балканского региона и, конечно, всем нам. Балканский полуостров на юго-востоке Европы расположен между Адриатическим и Черным морем. Природные ландшафты региона представляют смешанные пейзажи с множеством высоких горных цепей, а также густыми лесами, равнинами и реками. Балканский регион поражает многообразием национальностей, языков, религий и музыкальных стилей. В балканской музыке часто используют сложные размеры, но Димашу все подвластно, он может петь в разных ритмах, невзирая на сложные размеры песен. И даже в таком, когда трудно подхлопать по причине того, что в балканской музыке ритмы разные, переменные размеры и безмензурные песни. Особенно славятся ломаными ритмами Болгария и Македония. Послушайте, как поет болгарскую песню «Сещай се радо» Верка Сидерова. Сещай се радо, сещай се ливе, как одиш, всяка вечер на гираня, всяка вечер на гираня. Твоето лума радост будна, вода ливе да извадиш, два улука да напълниш, два улука да напълниш. У каждой балканской страны свои музыкальные особенности, заметные внимательному взгляду. Как точно смог Димаш правильно подобрать ритм сербской песни «Ова je Balkan», четко произнести слова песни, без акцента? Давайте посмотрим на карту Балканского региона и немного поговорим об истории Балкан. Сейчас я вам хочу показать еще одну карту. Это карта Балкан на карте Османской империи во второй половине 17 века. Почему я показываю вам эту карту? Хочу подчеркнуть, что история повлияла на музыку Балкан. Вы видите здесь Османскую империю на юге и австрийскую монархию Габсбургов на севере. В музыкальном стиле часть Балкан южнее этой границы испытала более сильное влияние турецкой музыки, поскольку дольше была под турецким владычеством, более 400 лет. Соответственно, там глубже укоренились турецкие музыкальные жанры и инструменты. Вот послушайте, как звучит одна и та же песня «Када ладне при весне», которую поет известный сербский певец-композитор Звонко Богдан. Под аккомпанемент двух разных оркестров из Воеводины сербский состав тамбуры и румынский состав, включающий цимбалы и солирующую скрипку. Сама песня из Румынии, но поется в переводе на сербско-хорватский. Padne prvi sneg, kada padne prvi sneg, ja upregnem konja dva vatrena sokola, pa se sankam noć i dan. Ja upregnem konja dva vatrena sokola, pa se sankam noć i dan. Aj sad momci samo gadi, samo gadi. Padne prvi sneg, kada padne prvi sneg, ja mu pregnem konja dva vatrena sokola, pa se sankam noć i dan. Ja upregnem konja dva vatrena sokola, pa se sankam noć i dan. Aj sad majstori!
Кроме того, после Второй мировой войны Югославия, Румыния, Болгария и Албания входили в советский блок. Из балканских стран в социалистический лагерь не входили только Греция и Кипр. В странах советского блока возник профессиональный академический фольклор советского образца с характерным для него огромными заставами, идеологическим контролем и стандартизацией. Мы помним балканскую музыку советских лет и, конечно же, следим за современными исполнителями богатого на песенную культуру Балканского региона. Среди молодых известных певцов Балканского региона хотелось бы отметить певцов родом из Албании. Это победитель Грэмми этого года Дуа Липа, Рита Ора, которая в этом году сделала несколько совместных музыкальных проектов с Иманбеком. А сербская поп-музыка всегда удивляла нас своим разнообразием. Конечно же, мы помним песни Джорджа Марьянович, который был суперзвездой югославской эстрады в советский период, пик популярности которого пришелся на 70-е и 80-е годы. К сожалению, мы не сможем полностью показать вам видео с его исполнением. Копирайт наказывает ютуберов за использование материалов в наших видео. Мы покажем вам небольшой эпизод. Što se setih kišu da ti kupim I oblak beli pod kojim tebe snim Nemoj da kuneš oči moje snene Kad kiša pada ja sam oblak tvoj Devojko mala pesmo moga grada Tvoje ću usne večno da ljubim ja. А музыка Болгарии. Известные имена популярной сцены: Лили Иванова, Эмиль Димитров и Васил Найденов. И, конечно, в списке наших любимых современных болгарских певцов наш любимый Кристиан Костов, мама которого казашка, а папа болгарин. Ему всего 21 год, но он уже финалист Евровидения 2017 года. Напомню вам, 2 место. И участник конкурса I Am Singer в Китае. Да-да, того самого, в котором участвовал Димаш 2 годами раньше. Все ссылки мы оставим в описании. Мы делали несколько видео о Кристиане Костове. Aynadım seni hayattan ekene Denizli teberendim terbeden Sabahlar sağınışım sen meni Dünya sırlarınday bildirip tığanınday Sağındım seni hayattan ekene Armanda kaldım geray Jol göz atandım geray Özün kuvvetli Дорогие друзья, сегодня мы показали вам ту музыку, которая очень близка нам. Конечно, в одной передаче не охватишь богатейшее песенное современное творчество Балкан. Но мы надеемся, что мы помогли вам вспомнить времена советского периода, когда мы восхищались песнями балканских братьев. И Димаш, как представитель молодого поколения, несет в себе ту ценность, которая зародилась в атмосфере дружбы, многонациональности, сотрудничества со странами, с которыми нас связывает одна история. Димаш продолжает эту песенную традицию и передает нам всем привет своей сербской песней.